Аурон выиграл Суперкубок Польши. ИКВ и ФВБ хотят объединиться. У Федерации волейбола США новый президент. Старт итальянской суперлиги. Нгапет бьет рекорды. Это и много другое в новом выпуске волейбольных новостей. С вас, как обычно, лайк и подписка на канал, а с меня свежие волейбольные новости. Поехали! ИКВ и ФВБ провели стратегические переговоры в Лозанне. Главные темы – развитие волейбола в Европе, от массового до элитного уровня и поддержка национальных федераций. Также они обсудили совместные планы для устойчивости развития через турниры и программы. А в преддверии чемпионата мира по волейболу 2025 года ФВБ инвестировала $8,5 миллионов в поддержку 36 из 62 команд-участников. А с 2017 года в рамках программы развития было вложено уже более $39 миллионов. ФВБ рассчитывает, что эти вложения помогут сделать соревнования в 2025 году еще более захватывающими и конкурентными. Джон Спиро назначен президентом и генеральным директором Американской федерации волейбола. С 1 октября американский специалист, который возглавлял мужскую сборную США по волейболу с 2013 года, займет пост президента и генерального директора организации. Спиро начинал свою карьеру как помощник тренера в 1997 году. Мэтью Андерсон планирует побороться за победу на домашней Олимпиаде. «Моя цель – золото Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году», заявляет американский игрок. «Я играю на хорошем уровне, чувствую себя отлично и получаю поддержку от семьи. Если что-то изменится, я буду доволен тем, чего уже достиг. Но сейчас у меня есть мотивация, и я верю, что могу добиться большего». Эрвин Нгапет только недавно перешел в состав французского Пуатье, но уже успел установить несколько рекордов. Продажа игровых футболок с фамилией Нгапет уже перебили все клубные рекорды. На первый домашний матч до игровщика пришло рекордное количество зрителей. А еще Эрвин закончил данный матч эйсом. Филипп Блан, который покинул пост главного тренера сборной Японии, уже успел принести своему новому клубу долгожданный трофей. Скайуокер завоевал Кубок Южной Кореи впервые за 11 лет. В финале они сломили сопротивление самого титулованного клуба Южной Кореи последних лет Air Jambos, победив их 3-2, 15-25, 25-23, 19-25, 25-19 и 15-13. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. 25 сентября был разыгран 12-й Суперкубок Польши, где в битве за трофей сошлись чемпион плюс лиги и обладатель Кубка страны Дистшевский и Аурон, соответственно. Несмотря на существенные изменения в составе команд, оба коллектива продемонстрировали красочный и самоотверженный волейбол, так что тут не было никакого другого варианта развития событий, кроме как 5 полноценных сетов. Тайбрейк стал потрясающей развязкой этого драматичного сражения, где Аурон оказался сильнее 23-21 и завоевал первый в своей истории Суперкубок Польши. MVP этого матча стал американский доигровщик команды победителей Аарон Рассел, набравший 19 очков. Нельзя не отметить главного тренера Аурона. Михаил Винярский стал первым волейболистом в истории, кто смог выиграть Суперкубок Польши сначала как игрок, а затем как тренер. Будучи активным волейболистом, поляк завоевал 2 суперкубка в составе Скры в 2012 и 2014 годах соответственно, а сейчас он привел к победе Аурон в качестве тренера. После такой изнурительной битвы уже в субботу обладателям Суперкубка Польши пришлось отправиться в Жешув, где они встретились с Рисовией в рамках 3-го тура плюс лиги. Михаил Винярский праздновал в эту дату свой день рождения, так что его подопечные не могли не оставить его без подарка в виде очередной победы на тайбрейке над сильным соперником. 21-25, 25-19, 25-23, 23-25 и 15-12. MVP этого матча стал связующий Аурона Мигель Тавареш. А вот для подопечных Томаса Самлова это стало уже вторым поражением за 3 первых тура польского чемпионата. Куда лучше в этом плане обстоят дела у бронзового призера прошлогоднего чемпионата проекта Варшава. За 3 матча они уступили всего 1 сет, который пришелся на домашний матч против Стали в 3-м туре. Так что Варшава уверенно лидирует в польском чемпионате. Вильфред Леон впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе Люблина. Набрав 19 очков, доигровщик помог своей команде победить в гостях Барком 1-3. Результаты 3-го тура польской плюс-лиги сейчас находятся на ваших экранах. Как я говорил ранее, проект Варшава на данный момент находится на вершине турнирной таблицы. Удивительно, что 4 клуба все еще не проиграли ни одного матча. И еще более удивительно, что в 4-м туре Варшава сыграет с Ешепски, а Скра с Люблином.
В Италии прошел первый тур мужской суперлиги, и открывался он матчем Лубы Чивитановой и Падовы, где победа хозяевам досталась очень непросто. Обновленная Чивитанова добилась победы 3-1. Вообще, этот сезон обещает быть крайне интригующим, потому что большая часть команд из зоны плей-офф сильно перестроила состав. Например, Модена, что подписала Дечека. Данной команде предстояло сразиться в гостях с Пьяченцей в центральном матче первого тура. И хозяева в этом непростом поединке оказались сильнее со счетом 3-1. Очевидным фаворитом в этом сезоне выглядит Перуджа, которая сохранила большую часть своих лидеров и слегка омолодила состав. Победа над Вероной 3-0 свидетельствует этим амбициям дьяволов. В составе Вероны дебютировал российский связующий Константин Абаев, но без Морича и Кейта на площадке было сложно рассчитывать на успешный результат в матче против чемпиона. А сейчас на ваших экранах находятся остальные результаты первого тура итальянской суперлиги. Милан, как и в прошлом сезоне, решил начать с самых низов, уступив 11-й команде прошлогоднего первенства. А Трентино понадобилось огромное количество усилий, чтобы победить в гостях Чистерну. А закончим наш традиционный новостной блок известиями из России, где «Зенит» из Санкт-Петербурга после поражения от «Локомотива» следом проиграл и «Уралу» 1-3. Так что после победной серии на старте чемпионата «Зенит» рискует продолжить и серию поражений, с учетом, что следующий матч им предстоит играть против Белогорья. А на фоне того, как львы расправились с московским «Динамо» в рамках пятого тура, есть подозрение, что подопечным Олекна будет максимально непросто, несмотря на поддержку домашних трибун. Белогорье разгромно победила «Динамо» 3-0, 25-18, 25-17 и 25-19. Безусловно, неожиданным результатом можно считать домашнее поражение «Факела» от МГТУ 2-3. Для москвичей это стало первой победой в текущем сезоне. Результаты всех матчей российского чемпионата, прошедших на прошлой неделе, уже находятся на ваших экранах. Благодаря большему количеству проведенных матчей «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. Из-за снятия с турнира «Шахтера» «Зенит» Казань 6-й тур пропускает, так что москвичи сохранят свое лидерство в ближайшее время. Ну что ж, вот и подошла к концу порция свежих волейбольных новостей. Я очень надеюсь, что она вам понравилась, и вы оцените ее лайком и подпиской на канал. Если хотите получать новости еще быстрее, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, где сейчас проходит розыгрыш 2 волейбольных мячей, а также на мою группу в ВК, где я регулярно балую с трансляциями матчей, часть из которых я для вас комментирую. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.